Дорогие друзья, всем доброе утро. Хочу в первую очередь поблагодарить всех подписчиков, всех, кто нас поддерживает, всех, кто поддерживает сейчас армию, Збройные силы Украины. Друзья, спасибо вам большое, всех, кто сейчас помогает в такое трудное время. А сегодня мы для вас решили снять классную серию. Вот, дорогой господин Артем, здравствуйте, Артем Шеннон, вы его уже видели. Вот, Артема мы давно не приглашали. Артем весь девак, занятой взрослый человек. Вот, и он нам сегодня решил сделать подарок под, если вы знаете, что скоро Миколая, и он нам решил под Миколая сделать хороший... Под Новый год, под Новый год, под елочек у нас много подарков. И Артем тоже нам решил сделать подарок, друзья. Интересное место, необычное, нестандартное, архитектурно конфетное. Очень интересно. Я на самом деле не до конца понял, куда мы идем. Но вы знаете, что у нас в сериях много есть моментов, когда нам дарят подарки. Интрига. Очень классное, интересное место, которое... Вымирающий вид, так сказать. Вымирающий вид интересных мест в Киеве, городе. Будет сегодня замечательное приключение, невероятное, такое вы еще не видели, с точки зрения ментально-духовной и исторической, и, скажем так, вообще светлой, посвящено теме космонавтики, все как я люблю, такой вот научной фантастики, будем сегодня вам все рассказывать, показывать, я надеюсь, тоже будет интересно. Вперед! Вперед навстречу пригодам! Ты ж помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрать. Дядя Артем, от машины до заваза перебежками работает. Спасибо Телепортнулись, большое. да? Телепортнулись. В воскресенье, в 8 утра, друзья, закинулись. Не показываем специально за вас, чтобы место хоть как-то сохранить, хоть какое-то еще время. Хотя это место скоро снесут. Оно сейчас без воды, без света стоит, уже все. Окна начали уже бить. К сожалению, оно уходит в историю. То, что можем, мы показываем. В любом случае эти места уже никак не сохранить. Время идет, и время нещадное к ним, оно их уничтожает. Просто давай обозначим, что мы сегодня по криминалу пошли. Значит, надо обезопаситься, закрыться внутри таким образом, чтобы никто не потревожил Затяни дверь. наш покой. Нет, дверь держи, а эту завяжу. Сейчас, секунду. Артем, оцени надежность. То есть, если подойдет с другой стороны представитель правоохранительных органов. Представитель, ну, я думаю, подергает, подумает, что все в Или порядке. Что так должно быть. Мы сегодня вразрез с законом идем или как? Ну, я бы сказал, что так, слегка. Ладно, чтобы никакие нарики не зашли, чтобы дети не залезли, пока мы внутри. Все, полетели тогда в бункер. Так, и мы спускаемся в подземелье. Ладно, Мы можем выйти потом через другой заваз. да без разницы. Нет, я просто поныкаю в кармане. Все, это да. Прекрасное Плюсик настроение. тебе к карме за то, что такое показываешь. Спасибо, Артем, большое. Прекрасный сегодня будет еще очень интересный психологический экскурс в космонавтику. То, что, как говорится, как космонавтика влияет на психологическое состояние человека. И почему я считаю, что нашему человечеству нужно двигаться в космос. Как космонавтика влияет на космонавтику? Так, что мы определяем туда. Да. Так, а мы по подвалу идем или мы выходим наверх Ну, здания? это, скажем так, даже не совсем подвал, это некое такое подземное помещение, которое в сторону вынесено от самого здания. Сейчас мы через небольшой трубный коллектор попадем в подвал здания. Ничего себе, трубный коллектор. Да, все как Сусанин любит. Трубную! Кабельно-трубную. Ого! Надо просто сразу зрителям сказать, что с начала войны у нас очень сильно места обрезались. Вы видите, что мы и метро, и такие опасные погони. Мы сейчас не можем показывать. Понятно, что война идет лютая. Это, по сути, у нас за долгий период вообще первая настоящая вылазка, которая происходит вот по классическим диггерским канонам, да, Сус? Ну да, это Артему спасибо. Мы бы сами, наверное, уже не полезли. Диггерство, как и любой другой скилл, когда ты как бы чем-то профессионально занимаешься, если ты хотя бы на полгода, ну вот как спорт, ты полгода спорт спустил, вон во что превратил. Все. А Мормон. потом ты, короче, уже пытаешься вбиться, а там замки уже новые, а ты уже коды не знаешь. Но еще скажу более того, что мы лазим не просто там за эмоциями, а еще за такой очень особенной эстетической сталкерской атмосферой, которая понятна только нам. Я же говорю, это тонкая часть. У меня тоже нормально продумано здесь все. Диггерство и сталкерство — это, по сути, космонавтика, только на планете Земля. Мы не можем улететь там на Марс, на Луну. Почему? И мы, ну, конечно, в данных Подожди, обстоятельствах. Артем, подожди, сейчас война закончится, мы у Илон Маска ракету угоним и с тобой полетим. А, слышишь, так тут целое подземелье. Ну, я же говорил, трубный коллектор. А, ого. Тут был действующий кинотеатр. Да. Фильм про космонавтов снимали.
Тут было кино, показывали или нет? Конечно. Показывали Инсайдер Байконур. О, Инсайдер Байконур показывали, да. тут зародился Netflix, а потом Такфликс. Пацаки, космодром Байконур вы можете посмотреть, кому интересно, просто в гугле напишите Байконур Такфликс. На украинском сайте можете его взять, там, короче, зайти и посмотреть. Слышишь, так мы по тоннелям дальше идем? Артем, Да, по тоннелям, конечно. Тащи с завода каждый гвоздь, ты в нем хозяин, а не гость. ну да, такая пословица диггерская была. Но я когда здесь был первый раз, прям поразился, насколько еще подземелье тут огромное. Я думал, что здесь вообще небольшое здание и немного помещений, комнат. Тут оказывается целое такое подземное царство. Тайная дверь в тайную комнату, в тайное подземелье. Это была труба? Ты ставил. Метки ставишь свои? Чуть на голову труба не упала. А ну открывай. Что, Артем? Наш друг. Хороший знак. Ого, какая дверь, да. Смотри, дверь. Нам куда вообще дальше? Я не знаю, куда, Артем. Сусанин, прояви свою чуйку. Не, ну чуйка, дверь большая. Мне путь широкий, близок к жизни. Я не хожу узкими путями, я широкими хожу, там где все идут. Ну, пожалуйста, тогда. А у меня ключа нет, ты можешь открыть? Сейчас попробуем. Что это с дверцей? Вы закрыли с той стороны? Сейчас. Кто-то закрыл, думаешь? Ну, странно, да. Все, есть. А как ты? Как? Подожди, ого. Подожди в карман, на всякий случай. Это волшебная палочка. Ворота. Возьми нож на всякий случай, мало ли что может происходить. Так, нам куда? Хлопцы, нам куды? А я не знаю, я тут не был. Саня, ты больше в этом специалист, я тут ничего не могу сказать. То есть, Специалист у нас Котофей. Ой. Интересные вещи, друзья, нам Артем показывает. Вы не думайте, что мы в какую-то ерунду вас повели. Все интереснее и интереснее. Мы с такого заброшки. Сейчас все круче, круче и круче с охраной. Сейчас вообще в действующее все выйдем. Это получается поворотный механизм сцены. И здесь низшие силы, бесы, в своих чинах варились и крутили этот механизм, а там происходила божественная драма жизни света. А здесь темные силы, можно сказать, в своих чинах страдали и крутили этот невероятный механизм, тем самым помогая силам свыше. А ну, где в натуре? Слышишь, а мы можем его разогнать как-то? Ну, можно попробовать. Смотрите, пацаны, в натуре огромная круглая платформа прямо над нами. А ну. Горгулий. Не, вообще. Мне кажется, что оно электронное. А да, слышь, мы должны увидеть привод. А, дядя, вот привод, смотри. привод, да. Центр. И вращает его, наверное, мотор. Которого уже нету. Украденный. Так, Сусанин, вот тебе подарок на Новый год. Новогодний подарок меня и капелюх. Обнова. Шляпа Боярского с полями. Ха, Мужиков. дорогие телезрители, всех приветствую на, наконец-то, подземной вылазке. Над нами концертный зал, где первые лица шоу-бизнеса еще с Советского Союза сюда прибывали, да? Ну, я бы не сказал, что это первые лица. Это Как скорее- Кобзон, Киркоров, типа. Ну, Киркоров, я не совсем уверен, что он был в советское время, но тем не менее, мне кажется, сколько лет? что здесь проходили культурные мероприятия работников завода, пролетариата. Вот у них была своя культурная зона, где они Вот, кстати, занимались- прости, Паша, сразу занимались своими культурными этюдами, да. подтверждение. Ну вот, кстати, замок. О, Замок. В детстве вечно терялась. эта штука. Средневековый замок. А, я думаю, что это за замок. Отсылка к мифам и легендам. Мне показалось, какой-то был вроде бы удар. Я ничего не слышал. Какой-то такой губ. Не, дядя, ничего не слышал. Ох, и, конечно, жижа. Таким намазывает, залазывает, потом как залезешь, так все, можно выбрасывать всю одежду сразу в утиль. Таким мы мазали гранитные бордюры, чтобы просто молодежь не сидела. Да, такое намазывает. Фу, ужасная вещь. Ого, так тут... Вера подорож дала плащ. Слушай, Артем, просто тут нормальное имущество лежит. Ценного, классного. Нам надо продолжать нашу экскурсию, не задерживаться, потому что в любой момент еще мы можем здесь остаться навсегда. Навсегда. Мне это нравится, мне подходит, Артем. А мне Оставь меня здесь навсегда. Слышишь, ого, нормальные кабинеты. Вау, это для сценических, для выступлений штуки. Тут вам, пацак, еще не передать, какой запах стоит. Такой добротной советской каморы.
Это что, хлеборезка? Ну вот, кстати, друзья, видите, возвращаясь к теме космонавтики, Ан-225 Мрия, и, по сути говоря, это должна была быть космическая платформа. К ней сверху крепился буран, еще между самолетом и космическим кораблем крепился определенный такой, как бак с окислителем и топливом. И он должен был как быть космодромом, летучим космодромом, и космический корабль из, получается, с киля самолета должен был взлетать и уходить в космос. Это был такой проект, но он был незаконченный. Кстати, уже ныне мертвый самолет. Так этот проект не увенчался успехом, но очень бы хотелось, чтобы такой футуристический и невероятный, безусловно, проект, как уже, понимаете, концепция космодромов, она устаревала, и космодромы такие подвижные, которые должны были быть мобильными, и они должны были быть дешевле, и они должны были запускать многоразовые космические челноки по типу Буран, Space Shuttle, такая была концепция. Но из-за того, что она была очень дорога, ее попросту закрыли, и нерентабельно. Ну, восстановят еще. А это самый большой в мире был самолет? Это был самый большой в мире самолет и самый грузоподъемный, да, это был вот именно наш украинский самолет, который ныне уже, конечно, мертвый, но вот Очень такой надеюсь, что очень восстановят. интересный. Восстановят по-любому, восстановят. После войны все сделают. Будет снова летать, будет в космос ходить. Артефакты прошлого. Так, кстати, через лет 20 это будет за деньги стоить уже. Это будет когда раритетное. Просто интересно, что вот эти места, по которым мы лазим, это такие капсулы времени законсервированные, и неизвестно, какой период они закапсулируют в себе. Время останавливается. В Да, каков... как я говорил, что мы, по сути говоря, высаживаемся в другую историческую эпоху, и не просто в другую, она умещает разные эпохи в себе. Капец, вот какие-то колорады были, смотри, колорадские ленточки. Сталкерство, это же говорю, это как поход за фронтир, и во-первых, это... За фронтон. За фронтир, это США. Согласен, Сань? Да. 67. А что, это 15-й iPhone? Ну, 16-й. Слышишь? Я пронзил пространство и время, Алло. потом откатился назад. Алло. А, ты уже туда звонишь сразу. Ви подзвонили на сервіс замовлення послуг Кабанчик.ua. Внимание, 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 всем каналам. Суперсус на объекте. На объекте. На объекте. Все. Вот эту... Под скрипку. Чудики-конячки. А, пластилиновая. Да. Вау. Может быть, даже и глиняная. Это делали эти детки, да, советские? Это Я даже- жесть и тут были даже торба. современные кружки уже. А, это торба, да. Торба, я же тебе говорю, пластилиновая. Что ты, бродяга, здоров? Здоров. Что ты тут сидишь? Да на уходах никуда не могу идти, блядь, ноги не несу. Довези меня до аптеки. Ну залазь. А, глаз отпал. Вася, лови, глаз, помоги. Да ну тебя нахуй, никуда я тебя не повезу, ты рассыпаешься. Вася, что делать? Придумай что. Все, да ты, блядь, 10 год тюрьмы. Глаз отваливается. Ого, глянь. Смотри. Сюда отнесем. Вышиванка. Ничего себе. Украинский, подожди, а что? Ого, во как сверху Ива происходит. Бобул в молодости. Да. Это типа как в тюрьме выступают? Я не знаю, где это. В Харькове, может, где-то. Так, а тут список артистов? Группа «Гражданская оборона». Будь здоров. Пыль подняли, спасибо. О, привет бесславным ублюдкам. Я же говорю, дядя, что это в тюрьме. Ты понял, это где Саша Лебедь сидел, Сокаль. Это именно оно? Да. Я же говорю, что это в тюрьме какой-то. Это что, это вот. Это, слышишь, Смотри, привет. ебать, тут нормальный лабиринт. Аккумуляторная. И дверь к метро. Ты пошел в метро, дверь. Ну вот мы уже, скажем так, доходим, можно сказать, до кульминации нашего маршрута, ради чего мы собрались, поднимаемся наверх. Класс, идем Да, наверх. вот поэтому мы сейчас по самому прекрасному, невероятному. Оператор. Опа! Добрый вечер. Ого! Всего интересного. А вообще вот это ДК, оно что из себя представляло, для чего оно строилось?
Ну, это как культурное место пролетариаты, заводчан, которые работали на заводе. Вот здесь организовывались культурные мероприятия этих людей. Они занимались культурологической работой в рамках социалистической системы. А это как это, микшерский пульт Да, или как? микшерский, Это за звук? Это, наверное, за освещение. Смотри, микрофон включен. ложа, козырек, ложа такая, ложа сякая. Вот, кстати, этот. Смотри. Смотри, микрофончик. Раз, ложу опустите, пожалуйста, на третьем. Да-да-да, вот видите, это именно освещением софит. Это софиты, это такие осветительные приборы, которые подсвечивают сцену. Офигеть, пацаны, у нас осветительный прибор, просто один фонарь Феникс и съемка без вспышки. Видите, О. 1987 год. Тише идет передача. Это Вон ты моя что? любимая актриса Арнелла Мути. Арнева Мути, да. Где дядька? И Адриана Вон. Челентано, вон. Вот это? Да. В клетчатом? Да. Блин, позор, я вообще не выкупаю, кто это. То есть здесь оно все вот зависло в том времени. То есть люди вышли, все оставили. Некоторые умельцы коллекционировали сигаретные пачки. И клеили их на стены, что удивительно. Ого, смотри, пачка с кассетами. Да, это, кстати... Ванька, возьми, у меня руки, Это покажи. уже современное. А что за музыка? Да, это же Про Бога? Да. Я, кстати, учил английский на кассетах еще в детстве. Боже его. Кто застал? Всех. Это современное уже. Пастыря. А ну, дядь, возьми. Бля, Ну, это все тоже, видишь. это классика советской Служение. кинематографа или что? Нет, какой кино, это современное уже. Про Бога тоже? Ну, конечно. Артем, давай уже быстрее на заповеди, я уже не могу. Хочу посмотреть. Всё, идем. Покажи. Здесь сохранилось именно всякое. Ох и дрянь вонючая. Слышишь? Так смотри, дядя, даже эти шарики. А ну дай один. Паскудыч даже 10-го года. Я, кстати, был на первом Майдане 2004-го. На Ющенко мы ходили, еще вообще малые были. Такие типа рушники прямо поделали официальные. А теперь шо, короче? Лопнул, как мыльный пузырь, Янок. Ого, не лопается, глянь, еще где-то есть. Все, издулся. Футболки или флаги? Флаги, все. Ебать, Артем, что думаешь? Консерва Консерва времени. Да, консерва времени, вобравшие в себя разные эпохи. Ну и, конечно, ценность того времени — кофе. Мако. Да, говорит, заходи ко мне с кофейком, говорит, иди. Так, нам судить. Как это? Ну что, готовы, ребята? Мы входим сейчас в самую святую часть этого здания. Святая святых, космическая барельеф, посвященный космонавтике. Обалдеть, ничего себе, вот это да. Вот этот вот уникальный монумент, он полностью, как видите, сделан из дерева. Это все ручная работа, как можно заметить. Вот этот вот космонавт, это полностью художники сидели и вырезали из дерева вот эти вот плитки. Вы представьте, насколько это было много человеческого труда вложено. И сейчас оно, ну, к сожалению, наверное, все пойдет прахом, потому что здание, ну, как по слухам, оно будет снесено. Слушай, а это что, Гагарин нарисован? Я не знаю, мне кажется, что... Ну, сейчас, блядь. Ну, по портрету чисто Гагарин. И смотрите, вот какая-то, как мозаика, фактура выбранная. Более того, я скажу, это, как знаете, в звукозаписывающих студиях очень качественный материал, который поглощает звук. Такие панели. Вон два, смотри. Пацаки, то есть вот это все объемное изображение, вытесанное из дерева. Вот эти вот человечки, которые сидят за компом, компьютерчик сверху, бобинки, которые вращаются, ЕВМ. Это все именно из дерева сделано. Электролучи микроскопические. Артем, чуть-чуть отклонимся как бы от серьезной темы. Смотри, пепелац, да? Это же не космическая ракета, внимательно посмотри, что это такое. вот это вот, кстати, двигатели. Это двигатели. Это двигатель, я сверху, посмотри, ты кинотеатр смотрел? У них был аппарат, короче, который работал на ртути и на жидком золоте. Да. Вот эта вот штука. И по истории, по древности, раньше там в начале человечества были эти аппараты. Потом в случае какого-то происхождения эти аппараты куда-то делись. И почему, как из одной из версий,
почему ртуть запрещена сейчас в мире. Потому что ртуть сильный окислитель и типа являться может для космических кораблей хорошим этим вот топливом ракетным. И вот эти вот штуки, типа якобы по легенде, раньше работали как раз на ртути. И они могли перемещаться из вселенной в вселенную. Ну, мне кажется, Видишь, что форма, это ж это не ракета. одна из... Но я тебе просто гипотез, хочу которые- да. задать свою версию, чтобы ты ее раскрутил чуть-чуть. Мне интересно, чтобы меня поддержали. Ага. Ну смотри, у меня У меня просто... говорят, что я дурачок. У меня есть своя гипотеза, это точка зрения твоя, вот у меня есть своя точка зрения, что по путешествию в другие миры, галактики и вселенные можно будет осуществлять только пронзив пространство и время, да, то есть это надо будет какие-то аннигиляционные двигатели, которые будут работать на антиматерии, и они смогут пронзить пространство и время, вот. Только так, мне кажется. Станислав Лем звонит тебе, Вайбер, Станислав Лем, говорит, что там. Говорит, слышишь, говорит, ты нахуй Иисуса сюда повел. Ну, для исследования, для насыщения наших серых будней. Артем, а ты вот сколько лет? Ты как бы диггер, сталкер, руфер, да, вот это Я все? считаю, что я сталкер, потому что, ну, как бы, я апеллирую к книжке Стругацким и считаю, что от Стругацких это все и пошло. То есть они в 1972 году написали свое произведение «Пикник на обочине», и тем самым были визионерами, предсказали путь всего. То есть они предсказали Чернобыльскую зону, то, что взорвется ядерный реактор. И по моей концепции, это уже, как я вижу, вдохновляясь Стругацкими, что после того, как взорвался Чернобыль, потом развалился Советский Союз, и на территории постсоветского пространства образовалось много зон посещения. После того, как развалился Советский Союз, этих точек по всему бывшему СССР очень много осталось. И вот мы как раз-таки те люди, которые сталкеры, ходят и исследуют эти зоны посещения. И одна из самых таких больших зон посещения — это Чернобыльская зона отчуждения. Так, вопрос от подписчиков. Книжки читать лучше или фильмы все-таки смотреть? Я так скажу, нужно делать вообще то, что молвит тебе сердце, то, что исходит из твоего Сердце внутреннего. молвит, иди в Макдональдс, возьми гамбургер и лежи на диване. Ну, это никуда скорее не лазь. человеческие пороки. Я думаю, что каждый человек должен делать то, что исходит из него, из его нутра, из его души, из его подсознания. И, как правило, что все эти программы, вот то, что я для себя обозначил, у меня это еще с далекого детства. То есть мне подарили в 2006 году компьютер, и игру «Сталкер», и книжку братьев Стругацких «Пикник на обочине». Ого. И, по сути говоря, когда еще вообще этого всего не знал, я этим вдохновлялся, и я хочу заметить, как вот эти вот все сюжеты, культурно-ментальные сюжеты, вообще сказки кодируют, раскрывают человека и дают ему вектор направления жизни. А вот эти люди-сталкеры, это вот как думаешь, какая-то социальная каста? В чем прикол? Это бег убежать от социума? Или что в основе лежит? Что человек берет рюкзак и на 2 недели уходит куда-то в радиоактивную пустошь? Ну смотри, Дима, я думаю, это так, что это для некоторых это бегство от реальности, безусловно. И бегство от реальности — это для тех, кто заполняет полностью свою жизнь таким вот повествованием. Это когда оно переходит в крайность, в крайнюю плоскость. То есть это должно быть балансировка с чем-то. То есть у тебя есть сталкерство, но ты должен это с чем-то балансировать. То есть нельзя. В жизни всегда крайности плохие. Нужно уравновешивать вот это вот базовое несбалансированное противоречие Крайность, да, плохо. своей психологической нагрузки. Ее в любом случае нужно балансировать, потому что когда это уходит в крайность, потому что даже любое, как с точки зрения там, сталкерства, оно может стать плохим, когда у тебя в жизни больше ничего нету. В жизни должно быть разнообразие. Человек это вот что такое личностный рост? Это когда человек открывает все новую и новую карту небес, новые звезды, новые галактики. Или человек — это лампа светящая, завернутая в тряпки. И каждый этап человеческого роста — это разматывание этой тряпки и, безусловно, благоугающим светом раскрывающаяся лампа, заливая все полным светом, вот это вот, что есть человеческий рост. Зацените, у тети даже ножка с Ногти. пальчиками, что пальчики у нее, ну, чтобы ножка дышала летом, потому что жарко. Надо, чтобы была вентиляция, чтобы у женщины нормально ухоженные были всегда вот эти ступни. Ого, ого, прикольно. На этих, наверное, уже и в живых нема кто делал это. Дорогие друзья, мы вам ни в коем случае не воспеваем вот это вот совок и всю вот это вот, то, что раньше было, тоталитарный режим и все остальное. Как вы видите, вот как бы везде была столица, как бы как характерно для Киева, но это был не Киев. Видите, показывают другие совершенно символы, но даже на то время пытались всячески Киев унизить, что это младший брат. Это всегда было еще с тех времен, и по сей день это все как бы, ну, так и показывалось. И показывалось. И показывалось. Да. Почему не Киевская телебашня? Вот вопрос. А почему на Киевской телебашне нет ресторана, а на это и есть? Так вот.
говорят, вот как вот возвращаясь даже к тем же Стругацким, к Сталкеру, то, что существует, кроме плотных слоев атмосферы, существует там Жидкие. Существует еще некая ноосфера. Ноосфера? Ноосфера, то есть нус — это разум, сфера разума. И говорят, что эта тема раскрыта в игре «Сталкер», кстати. Кто не играл, очень рекомендую поиграть и осознать вот именно сюжетно-глубинном уровне, что ноосфера — это некое информационное поле Земли. И в это информационное поле Земли исходит любая психологическая и ментально-мозговая деятельность человека. Она уходит, и даже какой-то ученый на территории, по-моему, Советского Союза изобрел прибор, который даже измерял, и изобрели специальный прибор, который мерили пси-волны, то есть психологические волны, и то, что человек излучает из себя... Аура вот это типа? Ну, типа, нет, это не аура, это как мысленная деятельность. Как вода заряженная, она как Wi-Fi, она как GSM-волны, она распространяется в мир и хранится то, что помимо мира атмосферы, тропосферы, и там стратосферы, литосферы, существует некая информационная оболочка Земли. И туда не просто она как бы существует, она хранит за всю историю человеческого образы, все мысли, вообще все, что, всю ту деятельность, которую человек произвел. И она туда улетучивается, и она там содержится, как и плохая, так и хорошая. И вот это вот является как бы носителем. Вот смотри, у тебя такое было, что ты там думаешь о каком-то человеке, и тут вот буквально тот час он тебе звонит. Да, Такое постоянно, очень часто, постоянно. Да. И там, я не знаю, может быть, тебе что-то снится. Вот то, что как бы Фрейд и Карл Густав Юнг, это же тоже, вот как, кстати, открыл архетипы Карл Густав Юнг. У него был пациент, которому снились определенные образы и символы индейцев Пуэбло австралийских. А он был вообще там какой-то европейский помещик, христианин. Ему снились образы вот этих вот индейцев австралийских Пуэбло. И Юнг был очень образованным человеком, и он как бы понимал, что не может, он никогда не мог быть связан с этими индейцами. И как вот он мог это все осознавать? То есть он тогда открыл такое понятие, как коллективное бессознательное. Вот, то, что у нас есть определенный опыт, накопленный нашими предками. Тут, короче, пацаны, лазить не перелазить, сколько всякой всячины. Тут у нас суфиты. Кстати, под потолок пойдем или нет? А что там видно? Ну, это как технический этаж. А, ого, нет, ну давай чуть на потом оставим. Но потом... А это что, шумоизоляционные? Ну, скорее всего, да, оно такое поглощающее, но нет, это уже, скорее всего, просто как элемент декора. Прикольно, как в баньке. Да, еще такие кнопки. Еще черная, Удерживающие ого, эти вау. пластины деревянные. Галерка. Пожалуйста. Дамы и господа, закрывайте двери. Ого. Еще 8. А, это этаж еще, ебать. Так тут, дядя, современные сидушки, не советские. Не, это советские. Советские? Серьезно, да, конечно. Посмотри, найди ряд. Надписи какие. Я что-то подумал, что... В самобытном оригинальном виде. Посмотри, какой бикелит. А ну, пройдите же, я попозже посниму. Ого. Так, вот у нас софиты и осветительные. Тут лампочка стоит, накаливание. Слышишь, ого, тут Гайки. целая артиллерия фонарей. Ну да. Тут в 2 ряда идут, вот такие они, с направленным рассеивателем. И он прямо на сцену. Вы понимаете, дорогие зрители, что вот этими всеми софитами управляют с того огромного пульта, который мы вам показывали в начале? Я думал, здесь человек сидел и управлял. Не, тут все подключается, настраивается, а там управляется. Здесь, типа, самые ответственные осветители находились, вот тут конкретные прожектора, вот стульчик дежурного, который брал и направлял непосредственно на артистов, если там выходил уже кто-то
кто выходил, прямо клоц. Такие прожектора, как на подводной лодке. С рассеивателями, с линзами. Вот, весь ряд. Смотри, пора под разное настроение. И такое, и сякое. Типа под интим, под Гатилова. Смотрите, под Новый год как раз дождик. Слышишь? Блин, так офигенная просто ткань. Она ж площадью. Можно дом накрыть. А вот тросы, слушай, а где, интересно, управление? Походу снизу кнопками. Так, пацаны, мы поднялись еще выше. Это самый верх. Здесь как наволочки, как шторы. Ну это по сути и есть шторы. Висят вот эти ткани все. Прикольно. Ну вот это все пойдет под снос. Братва, зацените, какие сумасшедшие самодельные конструкции. В этом месте у них прохудилась крыша, и чьи-то заботливые руки сделали вот такие водостоки, ливнеприемники, чтобы стекала вся лишняя ненужная влага в корыце. И потом кто-то приходил, его вычерпывал. Да, невероятно. Вот кто-то это придумал, все эти конструкции. Кстати, как правило, внешнее является отражением внутреннего состояния человека. То есть шизоид действовал. Ну, не обязательно шизоид, может быть, можно сказать по-другому, очень творческий человек. Братва, зацените, где вы такое еще увидите? Опа! Лящи. Лящи звичайні. Смотри. А ну что, габела ему? Нет, чего. Нормальная рыба. Лафа бы заценил. Крючок проржавел прямо уже в голову рыбе. Просто интересно, знаешь что? Что человек, который это производство рыбное запустил, он в какой-то момент что, он в тюрьму сел? Или куда он исчез, что он свои вот эти угодья не смог как бы скушаться? Может, он вообще просто забыл, располагал. Думал, Не, дядя, о таких вещах не забывают, в том-то и дело. ну хрен, может, его уволили за какой-то грех. Знаешь, как на заводе сменяется власть, и у тебя просто аннулируют пропуск. Ты с утра приходишь, тебе говорят: Андрей Васильевич, а вы уже у нас не работаете. Рейдерский захват, да? Новый хозяин. Что такое? Так, друзья, что добру пропадать? И скормим Вафе рыбу. Пусть Вафа ее скушает и заэкспериментирует. Или порося, если что, скушает. Так, да. Опа. Оба, Вафа обрадуется. Вафа-то обрадуется. Обрадуется-то малый. Нормально обрадуется. Вафа любит рыбку. Любит. Дорогие зрители, мы попали в актовый зал. Партер. Партер. Слушай, ну порядочный зал. Это по нашим меркам, по киевским, из того, где мы были, что мы видели, это самый большой зал, заброшенный конкретно. Ну да, да. То есть Вот у нас был такой- электронмаш, друзья, кто помнит, труба смерти. Там место гораздо скромнее и меньше. Вот она, вращательная сцена, то, что мы снизу с вами, друзья, видели. Как на это, во-первых, как в троллейбусе поворотный круг. Вот управление, рубка, всеми остальными. Вон они сверху, вот этот набор. Посмотри, зацените светомузыка. Это светом управление? Ну, светомузыка, я думаю, всеми, может быть, даже вот этими всеми лебедками, тросами. Не, молчи. Друзья, прикиньте, вот это вот сколько лет в Киеве живем, а еще остаются такие моменты и такие места. Меня много спрашивают: ты везде в Киеве побывал? Ну, невозможно в Киеве везде реально побывать. И где бы ты ни жил, ты все равно каждый раз, выходя на улицу в поисках объектов, ты находишь что-то новое, что-то интересное, кто-то подсказывает, где-то какая-то история, где-то книги почитал, где-то какие-то интернет-сайты почитал, отчеты почитал. И вот вам такое в Киеве место, которое тоже уходит в историю. И, к сожалению, возможно, мы увидим его последними уже. Джессику сейчас подвесится. Слышишь, ну а что это просто, что социум же он в большинстве случаев сталкеров порицает, типа даже родители говорят детям, куда ты полез, ты весь грязный, что ты лазишь там. Ну, я так скажу, что
Эти люди просто находятся в жерновах системы, в жерновах концепции. А эти люди, они не такие концептуальные, они все-таки пытаются выйти на этот новый уровень. Вот, например, как Стругацких, там был главный персонаж Редрик Шухарт, главный сталкер, который ходил в зоны посещения инопланетян. И он как раз реализовал на своем поприще, скажем так, у него эти зоны, они помогли ему спастись и выйти на своем уровне на определенный путь. И этот путь, он был абсолютно неприемлем социуму, потому что у них же там тоже была своя полиция, свои артефакты. Они, вообще весь вот этот вот лексикон, он пошел из сталкера. Хабар, артефакты, объекты, залазы. Ну, оно так или иначе, то, что мы воспринимаем, оно было еще описано в 1972 году. Я считаю, что это самый фундаментальный. Это как Библия диггерства, Библия сталкерства. Она была написана тогда. Да, это та Библия, которую должен прочитать каждый уважающий себя лазающий деятель, чтобы понять вообще, почему и зачем это происходило и происходит. Вот. Можно смотреть с точки зрения какой-то клоунады, можно это смотреть серьезно, можно не серьезно. Тут все, Сусаня нормально, тут и так он под попой всякое есть. Говорю, что когда человек воспринимает это с точки зрения, смотря как человек смотрит, вот это самое важное. Восприятие и воспроизведение. То есть это как раз-таки залог человеческого качества и предназначения. Восприятие, воспроизведение. И некоторые думают, что творчество — это только воспроизведение. Но творчество — это так, через какую призму ты это воспринимаешь в себя в первую очередь. Это тоже очень важно. Творчество. Да. Возвращаясь к концепции сталкерства, каждый, ну вот сталкер же это еще как отбрасывание ненужного и уподобления как раз-таки истинному, потому что вот если вспомнить первый сталкер, Тени Чернобыля, там же было очень много концовок, по-моему, 5 или 6, если мне сейчас не изменяет память, да. И ты там добирался до кристалла такого и загадывал желания, но все эти желания были ложными, и тебя это убивало. То есть он загадывал «хочу богатства», ему на голову падал свод саркофага, заваливал. Он там говорил, что я хочу избавиться от зон. Он попадал в Эдемский сад, но он лишался зрения и органов чувств, он не мог воспринимать этот мир. Но когда он отсеивал все, что было навязано социумом, и тем конструктом, который был сооружен, из тех ментально-культурных пространств, которые существуют наш мир, он отбрасывал этот конструкт, и он добирался до осознания, до лаборатории, которая управляла ноосферой. Ноосферной лабораторией, которая как раз-таки вот то, что я говорил в начале видео, то, что это некая оболочка Земли, она, конечно, пока что метафорическая, но я верю, что она реально существует, правда. Пока что, и даже, Карл Юнг, он первый, кто, можно сказать, обосновал существование этой информационной оболочки Земли, как коллективное бессознательное, но непонятны механизмы взаимокоммуникации и потребления человеком этого информационного поля, потому что каждому еще не дошло человеческое, как через сны, как оно коммуницирует, как эта информация передается. И действительно была изобретена советским ученым такая специфическая установка, которая в свое время обосновала психологические волны. То есть, когда человек выделяет какую-то разумную психологическую деятельность, с него исходят определенные волны. Так вот, возвращаясь к Редрику Шухарту, он добирался до сознания, которые являлись исследователями ноосферы, и они хотели уничтожить все, что находилось плохого, всех образов и символов, которые находились плохие в этой ноосфере, и они как раз-таки хотели его почистить. Но это привело к созданию зоны как таковой и вот этой всей концепции сталкерства, которую мы видим в отображении игры на материале братьев Стругацких «Пикник на обочине».